Вот такой аппетитный суп с вермишелью и курицей я сегодня сделал. Выглядит аппетитно, но в то же время обалденно вкусно. А если вы желаете узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Время готовить. И кто меня смотрит уже очень давно, вы всегда знаете, что раз в неделю я в этом доме делаю суп. В нашем доме супы не пользуются популярностью, но раз в неделю все заставляют, чтобы что-то такое жиденькое и здоровое покушать. И сегодня я решил сделать очень легкий, здоровый суп с минимальным количеством продуктов. Это получится очень вкусно и в то же время очень полезно. А чтобы время не терять, давайте покажу, что и как я буду делать. Может быть, я делаю немножко по-другому, чем вы. Может быть, я вам подкину идею сделать простой куриный суп с вермишелью. Итак, все, что понадобится для этого супа, у меня здесь на столе приготовлено. Первый взял маленькие кусочки курицы, картошка, лук, вареные яйца мы добавим. Вермишель, конечно же, здесь у меня вареный, замороженный морковка. И в конце добавим укропчик тоже для свежести. Итак, здесь на плитке у меня же вода закипает. Сейчас я кидаю туда кусочки курицы, я все это вымыл. И пускай потихонечку это кипит. И мы потом снимем еще пенку, как это все закипит. А как мы пенку снимем, то мы начинаем добавлять другие ингредиенты. А в первую очередь, что я сделаю, я сейчас порежу лук. Взял одну такую среднюю луковицу. И меленько порежем. Почему я пришел к идее такого легкого супа сегодня? Потому что последние пару дней мы ели очень много жареного и очень тяжелую еду. А сегодня что-то такое легенькое захотелось. Эти яйца у меня же вареные. Мы их очистим и порежем и добавим в суп. Если у вас вареных яиц нет, то можно добавить просто сделать суп без яиц, или можно добавить туда в суп сырые яйца. Сейчас, как у нас курица закипит, мы добавим лук и морковку. Итак, курица закипела, мы снимаем всю пенку здесь, то, что нам не надо. Так. Сюда отправляем теперь морковку. И отправляем наш лук. Так. Сразу немножко я подсолю. Солим по вкусу. И добавлю зерных перец. И дадим это немножко повариться, и потом мы добавим картошку. Здесь у меня 3 большие картошки, сравнительно не очень мелко, не очень большие. Вот так, картошку мы порезали, дадим нашей курице покипеть минут 15-20, чтобы она сварилась, и тогда мы добавим туда картошку. Итак, супец у нас хорошо кипит здесь, и пора добавить нашу картошку. Осторожно, потому что очень горячо здесь, чтобы ничего сильно не брызгало. И пускай потихонечку это кипит, а мы пока приготовим яйца куриные. У меня здесь 3 куриных яйца, я сейчас их очищу и порежем. Яйца будем
резать сравнительно по-крупному. Чуть крупнее, чем для салата. И добавим суп туда в то же время, как вермишель. Вермишель сама по себе варится очень быстро, так что... Вот так. Итак, супец у нас хорошо здесь кипит. Теперь пора добавить наши яйца сюда, куриные. И вермишель. Вермишель примерно горсточку. Вот так. Достаточно для этого супа. Накрываем и пускай это варится до готовности вермишели. И на этом суп будет готов. А я пока порежу еще укроп. Итак, смотрите, какой супец у нас получился. Обалденно аппетитный. А теперь я выключаю плитку мою. И сюда добавим наш укроп. На 1 минут 10 постоять, и там можно накрывать на стол. Вот такой супец у нас получился. Посмотрите, как аппетитно все это выглядит. Итак, сегодня поделился еще одной идеей, что можно приготовить в качестве супа. А именно сделал бюджетный, легкий суп с курицей с вермишелью. Вы знаете, такой суп иногда хочется, когда последние дни очень много такой тяжелой еду ели, как жареное мясо, все так. И иногда хочется такое простенькое, согревающее. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое, или что наподобие такого, почему бы и нет, иногда такое можно себе позволить. А на этой аппетитной ноте хотим прощаться. Пожалуйста, самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.